сыр. А формаджо. Формаджо даже. Не знаю, может в Неаполь поехать, тут совсем рядом. Мне надо или в Рим, или в Сиену, или может в Венецию, потому что надо срочно домой. Начинается новый тур. Там тоже живописно. Здравствуйте, дорогие будущие путешественники! В этом видео я расскажу про автобусные туры, сравню их с другими видами путешествий, типа автопутешествий и авиа. Видео будет более посвящено тем, которые из вас вообще не путешествуют и боятся начать путешествовать. Из-за того, что ошибочно думают, что путешествие это дорого и нереально. А те, кто уже опытные путешественники, могут с моего видео почерпнуть то, о чем и что может смотивировать ваших друзей, знакомых начать путешествовать. Я знаю, среди вас такие есть. По статистике 75% Украины, а я сам из центральной Украины, вообще не путешествуют и не были за территорией нашей страны. 9% из них пользуются услугами туркомпаний. И остальные либо гастарбайтеры, либо ездят своим ходом. Начну с самого дешевого и реального для большинства из нас вида путешествий – это автобусные туры. Многие из вас думают, что путешествие в автобусе – это утомительно, скучно и занимает кучу времени на дорогу. Я вам хочу сказать, я как руководитель группы, я хотел свое видео вообще с конца начать. И если руководитель группы классный, то они будут заканчиваться вот так. Знов навпаки, теплим таким, і всі разом голосно. І я на небі, мила моя, я вас не чую. Зоре моя на небі, відколи тебе знайшов. І я на небі, мов на земному небі. Мила, коли з тобою літаю я знов і знов. Ну или вот так. Єгор, шайбу! Дякую, дякую. Задача каждого руководителя группы подружить вас. Это у вас будет возможность завести новое знакомство, новых друзей не только в соцсетях, а реальных. Очень часто дружатся этнически разные люди, то есть западенцы с восходенцами, центральная Украина с северной, со столичными людьми, потому что у нас разные менталитеты, и когда я вожу львовян, а среди моих клиентов их 80%, то я для них просто как инопланетянин. Я ему рассказываю один из последних анекдотов про Зеленского, типа что после становления Зеленского стоимость услуг криворожских гастарбайтеров выросла, и с того момента я работаю в туризме. Таких интересных историй будет очень много. Вам создадут настроение, вам вставят контент. То есть те, которые путешествуют сами, например, возьмем мою любимую Венгрию. Спросите у них, почему Венгрия называется Венгрией, Австрия Австрией. Можем далеко взять Голландию или Исландию. Скорее всего, они про эти страны ничего не надо, не узнали. Потому что они там много увидели, были под впечатлением, но впечатление плюс знание это намного сильнее, потому что те, кто учатся на мудрецов или хотя бы становятся на путь мудреца, вам всегда скажут, что все материальное превратится в прах, а самое главное это знание, энергия, воспоминания. Многие консерваторы из вас думают, не, я лучше куплю машину или дачу, ну и будете сидеть с ней, кимпелить в ней, кимпелить на респе. А путешествие это динамика, а динамика это жизнь. Движение, жизнь, да. И самый дешевый тур, который я возил, это для тех, кто очень боится и думает, что это очень дорого. Стоимость всего тура стоила, как бы вы думали, сколько? Все верно. Нет, 20 евро, целый тур. Да, это был Австрия-Венгрия, есть один туроператор, который демпингует. Один, может, из моих любимых операторов, оператор из жанра
чем дешевле машина, тем честнее водитель. Только в случае с оператором это чем дешевле автобус, тем честнее оператор. Напомню, что операторы вас возят, а турагентства вам эти турпродукты продают. Насчет турагентств, мне в прошлом видео несколько турагентств поставили дизлайки. Я всегда их немного начинаю хейтить, несмотря на то, что в 2020 году я открою свое турагентство. Но когда вы у турагентства покупаете турпродукт, я думаю, что вы подсознательно понимаете, что чем дальше и дороже он вам продаст, тем больше заработает. И это для бедных людей их немного останавливает, им приходится брать кредиты и так далее. Возможность посетить несколько стран одним разом и еще за 100 евро, да, вам, возможно, придется перетерпеть ночные переезды. После ночных переездов в автобусе выспались, на автогриле остановились, покурили, зубы почистили, позавтракали, и у вас просто больше времени будет на столице, посещение экскурсий и так далее. Потому что, если вы видите, и вас привлекает волшебную фразу «без ночных переездов», то есть представляете, что вы будете ехать днем. Без ночных переездов хорошие туры, если это недалеко. Опять же, я пытаюсь, почему меня спрашивают, ты постоянно эту Венгрию, Будапешт приводишь в пример. Чтобы классно отдохнуть, не обязательно далеко ехать. Я Венгрию знаю очень хорошо, и в участочке от Чопа до Будапешта там всего лишь 300 километров. Я знаю 10 курортов, которые в своих авторских турах, то есть 10 курортов до Будапешта, пусть берем на 2 курорта на день. В самом Будапеште еще столько же, и еще не доезжая до Мошон-Мадяровар, это перевалочный пункт перед Австрией. То есть по всей Венгрии я вас как руководитель группы в своем авторском туре могу катать только по одной Венгрии целый месяц. Каждый день у вас будет что-то новое. Преимущество Венгрии то, что страна недорогая, 22 винных региона, купальня, квинкум, обильные воды, история, это вы все узнаете в турах. Многие из вас этого не знали, потому что, которые едут сами люди, они уверены, что имеют свою работу и им есть что поучить. И заморачиваться этим как бы не хотят. Самое смелое и правильно делают, приезжают в столицу, нанимают экскурсовода. Сервисы по экскурсоводам я вам оставлю. Но так поговорить и взять себе экскурсовода, который проводит экскурсию в этом городе, там пусть будет в Риме, например. Они всегда тусуются возле Колизеев, возле... Набирайте в гугле топ-10 мест, и я уверен, что вы найдете себе экскурсовода. Час по Европе в бедной стране. Ну как в бедной стране? Страна, в которой зарплата около 1000 евро. Это 40 евро, в средней стране 60, у которой зарплата 2000 евро. И в богатых странах около 100 евро стоимость экскурсии за 1 час. То есть, чтобы вы понимали, например, в той же Швейцарии, Скандинавии на полдня заказать экскурсовода вам обойдется в 500 евро. И оно того стоит. И чем больше вас, тем вам, конечно же, будет дешевле. В автобусных турах это все в десятки раз дешевле. Вот. И это хорошая возможность узнать об этой стране. То есть я как гид-сопровождающий, экскурсовод является гражданином своей страны. Меня спрашивают, почему ты, Егор, не можешь нам провести экскурсии? Ну, представьте, чтобы вам турок по Киеву проводил экскурсию. Это обязательно должен быть гражданин этой страны. Я как сопровождающий все от себя расскажу, предоставлю контент, то есть мы с собой возим еще и фильмы. Очень важно просто, чтобы они в автобусах читали, потому что бывает, автобусы я не выбираю, заходишь в автобус, а там возле руля такой бобинник стоит, и ты бобину наматываешь вот так. Да, то есть некоторые перевозчики не заботятся об этом. Купить Android-магнитолу за 2000 гривен с навигатором, это для них в автобусе, который стоит 100 тысяч и не гривен. Да, бывают такие недостатки, но я как бы к своим работодателям предъявляю всего одно требование. И если я его озвучиваю, меня многие не берут. Это требование у вас будет вот здесь. Вот. Есть парочку фаворитов, которые соответствуют моему требованию. Я их озвучивать не буду, потому что будет реклама. Я не хочу, чтобы, знаете, меня обвиняли, там, вот ты того рекламируешь. Вообще мне по моему кодексу запрещено как бы рекламировать. То есть, если мы едем с компанией там Абразив Тур, то я рекламирую Абразив Тур. Это вымышленное, можете не искать.
Вот, то есть если мы едем в Вижегабль Travel, то я рекламирую только ее это в туре. А так, конечно, уже там вечна, что я могу сказать, что мне нравится, что не нравится, зачем и почему. Но все компании, которые входят в топ-10 по автобусным турам, они все классные. Между них есть Хор, Отл и Норм. Я желаю вам, чтобы вам только находилось Хор. Хорошо, это 4. Вот, но кому одно нравится, то другому не нравится. То есть у каждого экскурсовода, гида свои фишки, контенты. Вот, например, у меня хорошо заходит, когда мы ездим в Вену, то я немного рассказываю, ну, про Габсбург интересно. Есть видео по Вене, пройдете по ссылочке в описании, я сам пилил. Вот, и там учились такие известные личности, как Карл Юнг и Фрейд, то есть вы от меня узнаете про 16 типов личности. Я очень силен в знаках зодиака, в гороскопах. Вы узнаете от меня, на каком уровне у вас чакра заблокирована. Вот, так бывает, что и на первом, и после путешествий они у вас открываются. Особенно у тех людей, которые путешествуют впервые и чувствуют и замечают эту энергию. Она по-своему интересная, и для меня энергия это, ну, как я вам вначале и сказал, самое важное это энергия. Вот. А остальное прах на пути ветра перемен, который его унесет, и это превратится в пыль. Плюс в автобусных турах, возвращаюсь к первому преимуществу, это компания. То есть мне попадались такие личности, они бывают редко. Как бы моя работа быть интересной личностью, ну что можете будет сделать интересным, например, хобби, то мне попадался такой человечек, который, да, он, правда, на философском факультете учился, который объяснил, что такое экзистенциализм, то есть смысл целой толстой книги «Время и бытие» Мартина Хайдеггера с помощью бутылки шампанского и шоколадки за несколько минут. Я был просто в шоке. Этот момент у меня отпечатается, я о нем, возможно, даже каждый час думаю. Насчет думаю, как вы знаете, у каждого человека в минуту проходит от 50 до 100 мыслей. И если вы начнете путешествовать, или продолжите, или привлечете кого-то, то эти мысли обрастут красками, они не перестанут быть черно-белыми, и вы познаете радость путешествий. Там многие из вас еще сидят на диване и думают: ой, я убегу от жизни, у меня же работа, дети, кредиты, надо бежать. Но когда вы будете возвращаться, вы будете понимать, что жизнь убегает от вас. И она осталась там, в тех столицах, городах и странах. Вот, и вам было хорошо, вы это заслужили, даже если тур стоил этот 100 евро. То есть вы можете за 100 евро реально отдохнуть больше и круче, чем люди, которые 1000 евро тратят на эти путешествия. Потому что самый лучший продавец – это продавец иллюзий. И хоть вы можете и оспорить, но я вам скажу, вы не любите рыбу, вы любите вкус рыбы. Вам дают этот вкус, вы покупаете, и вам кажется, что это классно. Но какой бы вкус рыбы не был, всегда есть вкус дешевле и лучше. И что бы у вас не было, есть дешевле и лучше. Как говорит один мой знакомый риэлтор, чем больше шаришь, тем меньше платишь. И так практически везде. Теперь про людей, которым автобусные туры не подходят. Вы хотя бы его попробуйте сначала, какой-нибудь минимальный, там мой любимый Австрия, Венгрия, без ночных. И утверждайте, потому что будет как в анекдоте про Повороте, знаете, то есть... Николай, вы слышали Повороте? А фигня, а где вы его слышали? А мне Изя напевал. То есть попробуйте и скажите: да, некомфортно, мы там стояли на границе и так далее. Хотя есть всегда обходные пути, можно меньше стоять, очень зависит от руководителя группы. Итак, автомобильные туры. По автомобильным турам я, если у меня будет время и не будет тура, вам попилю видосы, которые будут уже с готовыми маршрутами. Готовые маршруты у меня есть в телефоне, которые высылаю своим работодателям и езжу по них. И вот случайно с YouTube, с прошлого видео мне позвонили и... Ну, как мои уже клиенты, я вам покажу их на фотке, сказали: Егор, можешь для нас авторский тур сделать? Вот, то есть ты строишь маршрут, ты Европу знаешь хорошо, и покатай нас по Европе. Вот, так и случилось, я их покатал по Европе, то есть я как хейтер расточительства сделал им тур максимально дешево, максимально интересно. Максимально дешево это не значит, что мы жили в хостелах, мы жили в классных апартаментах, которые по уровню не ниже 4-звездочного отеля. То есть были ванны, это были центры, мы были в Будапеште, в Риме, в Вене,
Инсбруке, в Нойшвайштайн замке. В общем, тур продлился на 8 дней. За 8 дней на всю семью они потратили 2000 евро. Это на все с апартаментами, со все. От точки выезда до точки въезда. Вот, будет расход такой. То есть, чем вам больше, если у вас будет семья, например, 7 человек, и у вас Вито, вы нанимаете меня, я могу хоть и одного человека сопровождать. Сколько мои цены, зависит от многих факторов, но приблизительно где-то полтинник в сутки. Вот. Авторские туры, или вы поедете самостоятельно. Как ездить самостоятельно, объясняю вкратце. Стройте маршрут по самым интересным местам и столицам, набирайте топ-10. Лучше всего, по моему опыту, резервировать жилье на сайте Airbnb. Вот. Есть еще разные сайты, есть у меня для групповых бронирования отелей и так далее. И жилье в центре Рима вот мне обходилось 20 евро в Салерно. Да, я готовился заранее, у меня есть свои фишки, свои читы, хитрости. И мы жили с этими семьями, им обходилось мои услуги еще дешевле. То есть мы были в интересных местах, ресторанах. Все вы это можете, если у вас действительно нет времени и вы хотите сделать это сами. Приезжайте в столицу, набирайте топ-10, посещайте топ-10. Но, опять же, недостаток будет в том, что вы не будете знать. Конечно, подготовиться вам это хороший вариант, но я уверен, что вы заняты все своим делом, у вас есть свои работы, свои напряги, и лучше всего взять с собой сопровождающего. Я не единственный вариант, можете поискать в гугле, но я весьма реальный, подписывайте в Инстаграм, FB, у меня есть... Можем юридический договор составить, если вы там сомневаетесь, но там будет еще дороже. Обращайтесь. По статистике люди устают, даже опытные, на 10-й день. То есть планируйте неделя и назад. Потому что даже на 7-8 день вам уже захочется домой. Вот. Если это пассивный отдых, который я в принципе не... где лучшее море, когда у меня спрашивают, я всегда говорю на островах. То есть это острова Хвар, Самотраки, Тасос. Где море поближе, мне море очень понравилось на Салерно, мне очень море понравилось на Сицилии, очень вулкан на Сицилии понравился. Но если сейчас начну рассказывать, то видео затянется на час. То есть в моих турах приглашайте, посотрудничаем вместе. Я еще и аниматор, я развлекаю детей, и от нас этого требуют работодатели, потому что клиенты полностью разношерстные, есть семьи, есть дети, есть выпускники. Я возил группы выпускников, это были выпускники западноукраинских школ, точнее выпускники Львова, и там тоже нашелся один, который меня удивил. То есть человек в свои 17 лет уже стал на путь мудреца. У меня спрашивают: Егор, чем отличается мудрец от немудреца вообще? Мое... І всі разом ще раз. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір, бо твоя врода, то є чистая вода, то є бистрая вода синіх гір. Молодцы. Объективное мнение в том, что мудрец хочет помочь всем, а не мудрец хочет помочь только себе. Но чтобы помочь всем, нужно достичь хотя бы какого-то максимума, который для всех станет универсальным законом. Да, кое-кого процитировал, кто угадал кого, напишите в комментариях. Я, может, к нему на родину поеду, в Калининград, бывший Кёнигсберг. Ладно, чуть-чуть пофилософствовали, философский контент тоже присутствует. Я в этом году был Нюрнберг, Бамберг, Дортмунд, Дюссельдорф. Дортмунд, кто не знает, это родина Экхарда Толле, который написал книгу «Сила момента». К прочтению рекомендую. Сейчас он, правда, живет в Штатах. Вот. И таких немецких философов, как
Вот мне легко зашел Шопенгауэр, потом Мартин Хайдеггер. Был случай, когда, вот я вам говорил уже, ладно, в Германию поедем, пофилософствуем. Или еще в Грецию. То есть люблю древние греческие истории. В Италии люблю эпоху Возрождения, это Флоренция. Обязательно. В каждой стране, хотя бы в одной из всех стран, хотя бы через одну находите себе, если вы идете самостоятельно, экскурсовода. Вы узнаете такое с классной подачей, и это вам даст эмоции. То есть не рассчитывайте, что как мы пойдем в ресторане посидим. Я вообще не знаю такое слово «посидеть». Я свой сезон начинаю с размера М. В конце сезона я уже в шмотках S. Вот, то есть многие из вас тратят деньги на фитнес. Так в автобусных турах постоянная динамика, сбрасываешь вес, интересно кушаешь, интересно сбрасываешь, все проходит циклично, и я от этого очень кайфую, и кайфуют мои эти туристы. Кайфующие туристы сейчас будут у вас на заднем плане. По странам и по маршрутам буду еще пилить, если не будет заказов, но даже на октябрь у меня случайно набралось 3 заказа. На ноябрь ничего нету. Ну, новогодний тур поеду с киевской компанией теоретически. Вот, фотки будут, следите за инстаграмом, фейсбуком. Меня многие мои туристы даже подкалывают: Егор, что ты не занимаешься соцсетями, почему ты не делаешь рекламу, у тебя может быть куча клиентов. Ну, народ, я как бы работаю на работодателя. Возможно, я им потом сам стану. Насчет, у меня есть несколько друзей, бывших руководителей классных групп, то есть, которые могут поехать с вами в тур и сделать вам хорошее настроение, маршрут и, ну, в общем, все туристические обязанности берут на себя. Те, кто меня смотрят, бывшие руководители, тоже обращайтесь, потому что у меня только есть пару человек знакомых, может, я не знаю, как пойдет, заказов будет больше. Я часто бываю во Львове, в Киеве, в Кривом Рогу, я живу в Кривом Роге, я живу возле вокзала. Вот, так что мне добираться удобно туда и сюда, у меня есть там и там родственники, захотите, назначьте встречу, можем просто переговорить, то есть я вполне реальный, будет мой номер телефона, будем сотрудничать, путешествовать классно, и я думаю, каждый из нас является по-своему интересной личностью. Продолжим дальше. Не буду демагогствовать. Кстати, слово демагогия возникло в Древней Греции. Вы его часто наблюдаете. Это такой процесс, когда вам в 3 короба наобещают, а в результате, да, особенно так очень часто дело правительства. Маршруты и интересные места будут. Смотрите видео, смотрите мое прошлое видео. Туры меня вдохновляют для написания песен, которые вы послушаете на ютубе. После туров даже за 100 евро вы получите массу вдохновения, которое поможет вам продвинуть или реализовать свои идеи. Это недорого, это реально, и просто хотя бы начните с чего-нибудь, с какого-нибудь минимума. Начните Австрия, Венгрия, Венеция. Идеальный маршрут построенный, потому что там разный контраст между странами. Можно добить еще Флоренции или Рима. Вот. Пробуйте морские круизы. Я как настоящий путешественник всегда буду хейтить авиаперелеты, поскольку авиаперелет не является путешествием, потому что путешествие состоит из 2 слов: путь и шествие. Да, так и подорож, по дорозе. А авиаперелет — это ближе к телепорту. Вот. Свои мнения, высказывания я для комментов открыт. Конечно же, осмысленные. Обращайтесь, начинайте путешествовать. Все, удачи, любви и терпения. Потому что путешествие — это как прожитая жизнь. Тот, кто не путешествует, видит много, а кто путешествует, всегда видит больше. Начинайте.
с многими туристическими компаниями и агентствами, свозил много групп. И хочу сказать, в автобусных турах, вот вы думаете, там еду в автобусе скучно, там плохие дороги. Во-первых, задача каждого гида, в том числе и меня, создать для вас хорошее настроение, то есть ваш автобусный тур это будет как шоу в автобусе. Второе требование к руководителю группы, это чтобы он был как шоумен. Вы узнаете многого интересного. У каждого шоумена, гида, как бы свои фишки. То есть, если мы едем в Австрию, конечно же, я рассказываю про Габсбургов, у меня есть фильм про Вену, но также у меня еще присутствует такой интересный эзотерический контент. Вот, то есть, как вы знаете, такие личности, как Карл Юнг и Фрейд учились в Вене, хотя Юнг был из Швейцарии, это я уже в турах расскажу. И есть такая штука, как социология, психология толпы. То есть вы в моих турах узнаете про 16 типов личностей. Потом я силен гороскопом, в зодиаках. Узнаете, на каком уровне у вас чакра заблокирована. Вот, или вы вообще во всех 7 уровнях чакры сильны. То есть у вас есть связь с Богом, но это уже такой контент длиннорассказный. А вот в автобусных турах самое главное это компания. Да, если вы там интроверт, семьянин, и можете себе позволить попутешествовать на машине, то рассчитывайте, вот скажу грубо, где-то будет 5 дней путешествий, то есть с моими услугами, с услугами экскурсоводов, жильем, с едой, по недорогим странам, возьмем это, пусть будет Венгрия, Австрия, Италия, и назад, например, можно через Мюнхен, маршруты буду строить, тоже видео снимать. 5 дней, где-то 1000 евро на семью, то есть будет вас, я могу сопровождать от одного человека или большая группа, расход приблизительно такой. Вот рассчитывайте, то есть если у вас семья, вы соберете там Mercedes Vito или какой-нибудь 7-8-местный, без проблем скатаю, расскажу, покажу. Чтобы вы понимали, даже в участочке от Чопа до Будапешта, там 300 километров, я могу назвать вам 10 курортов, на которых можно классно провести время, хотя бы даже в день по одному. Потом в самом Будапеште можно тусоваться больше недели, и вы ни разу не посетите одно и то же место. Потом летом еще более популярный Балатон. Потом винные регионы. В Венгрии 22 винных региона. Более 100 купалин. Те, которые в Будапеште, я их не очень рекомендую. Они классные, но есть дешевле и лучше. Есть всегда дешевле и лучше. И чтобы у вас не было, всегда будет дешевле и лучше. Многие меня спрашивают: Егор, какого туроператора рекомендуешь? Вы знаете, я как антирасточительный чувак скажу, что чем беднее машина, тем честнее водитель. То есть, чем беднее автобус, тем честнее оператор. Есть один оператор, с которым я в этом году работал, ездил в Кёльн. Была хорошая компания. Насчет компаний в путешествиях, народ, вы можете себе найти пару. Вы можете курортный роман себе сделать. Этот роман может превратиться в поцелуй с незнакомкой, или с незнакомцем, или с незнакомками. Потом может вылиться в свадьбу. И оно все у вас пойдет, поедет, закружится. То есть я вам не навязываю там разврат, но я и не полиция нравов. Я к этому нейтрально отношусь, и то, с кем вы путешествуете, потому что это путешествие, вы убегаете от жизни. Но когда вы будете возвращаться, вы почувствуете, что вот даже я, когда вот сейчас дома не путешествую, чувствую, что жизнь убегает от меня. Я хочу туда, туда, и не обязательно подальше. То есть, если мы ездим далеко, там, Голландия, Скандинавия, конечно же, я расскажу, что за счет ночных переездов можно преодолеть 1000 километров. А если вы видите волшебную фразу без ночных переездов, то знайте, что вы это все расстояние будете проезжать днем. То есть до вашего любимого Парижа или до Голландии, там порядка 3000 километров со Львова, смотря куда. И автобус едет не так быстро, как машина. На машине в авторских турах мы можем погонять по автобанам, я вам ставлю видео. Но именно в автобусных турах такая штука, как компания, это просто обеспечено. То есть мы плавали на кораблях, на круизах, я возил выпускные группы, которые меня сподвигли для написания песни. Очень туры эти вдохновляют. То есть вы вернетесь и вы будете более фонтаном идей излучать, идеи, которые помогут вам продвинуться в ваших начинаниях, в ваших заканчиваниях. И многие ошибочно думают, чтобы попутешествовать надо 1000 евро. Это все неправда, просто есть действует на вас
некоторые турагентства, которым впарить подороже, обязательная опция, то есть, ну, логично, чем они подальше вам продадут, тем это будет дороже, вы будете думать, о, там Таиланд или там Америка, классно. Да вы хотя бы начните с Венгрии, с Польши, у нас европейская история, европейский менталитет. Я вам покажу классно Прагу. Есть фанаты Apple, музей Apple. Я обычно люблю вершины, люблю аттракционы, люблю, когда чувствуешь себя по-настоящему живым. Вот. Люблю всех своих работодателей. У меня к ним всего лишь одно требование, но когда я его озвучу, меня потом на работу не берут. В субтитрах вставлю. Ну, не все, некоторые моему требованию соответствуют. А у них ко мне сразу предъявляют около 10 требований. Приду к авторским автомобильным турам. Смотрите, для разведки лучше всего автобусный тур. Если вы в туризме не понимаете, это нормально, потому что знаю, что у каждого из вас есть своя работа, вы на нее ходите, и понимать в чем-то другом не всем доступно. В автобусных турах вам это все расскажет, вам расскажет гид-сопровождающий. Те люди, которые летают авиаперелетами, чартерами в Венгрии, спросите, они не знают, скорее всего, почему Венгрия Венгрией называется, Австрия Австрией, и кто развалил, например, католическую церковь. Вот, то есть люди, которые путешествуют самостоятельно, если это можно так назвать, они не очень осознанные, никогда не экономьте на гидов. Сервисы по гидам я вам оставлю в описании, но по сервисам, конечно же, будет дороже. Вот. Гиды всегда тусуются возле, если это Будапешт, площади Героев, самых известных мест. Захотите путешествовать сами, молодцы, если знаете английский. Вкратце, как это делается, прилетайте в любой город. Вот, например, Прага. Набирайте топ-10 мест, вбивайте их в Google Maps и с помощью общественного транспорта, если у вас хватает мужества, если вы смелые, я вами горжусь, если вы это можете, но сопровождающим всегда будет веселее, потому что сопровождающий это и аниматор. Вот, 3 последние тура у меня были все с детьми, то есть меня заказывали там, одни с Ютуба нашелся, второй на Блаблакаре путешествовал, доехал до Салерно, очень классный у меня был морской круиз из Катани, это вторая столица Сицилии, до Салерно, там где самые чистые пляжи в Италии, он недалеко от Неаполя, Помпеи, и вам там будет интересно, но Италия южная, она больше летняя, то есть зимой, думаю, будет интересно Венеция, любое время интересно, кто там на остров, на Изолу этот плавает, ну, Венеция сама по себе вода не чистая, то есть если вы хотите ближе, лучше заедьте на Линьяно, это не доезжая Венеции, загуглите, найдете, вот. Когда у меня спрашивают, где самое чистое море и так далее, я всегда отвечаю на островах. Я в этом году дважды посещал Грецию, но это были чартеры. С того момента я чартеры возненавидел, то есть никакого коллективного сознания, никакого шоу, ничего. Людей приехал, отвез, одних взял, других посадил. Ну да, побывал в Греции, в Стамбуле, но только возле отеля и в аэропорте, и в аэропорту, извиняюсь, и возле автобуса. И задача каждого гида, вот если вы ездили в автобусе и до сих пор думаете, что это неинтересно, как раз и создать вам в автобусе, ну не то чтобы шоурум, а чтобы ваше путешествие превратилось в сказку. Не бойтесь путешествовать, это нормально, с чего-то начните, топ-10 крутых брендов автобусных туров я скину, вы можете почитать про них на Турправде, вот, на Турправде отзывы там не забираются, не отнимаются. Можете с известными, можете с неизвестными попутешествовать. Главное, начните. Я знаю, я всегда рассказываю историю людям, как путешествовать на шагу. Пачка сигарет стоит 1,5 евро. В году 365 дней. Это в Украине, да. А в Европе так еще втрое дороже. То есть 500 евро это тур на троих в Венецию, автобусный. С ночными, зато увидите 2 самых красивых столицы Европы. То есть издавна существует мнение о 3 самых красивых столицах Европы. Будапешт на горах, Венеция на воде и Флоренция на равнине. А за сутку можно найти из Флоренции. А там уже и до Рима недалеко добраться. Вот, Рим покажу, следите за моим инстаграмом, следите за моим фейсбуком. Я участвую во всяких ивентах. Многие мои работодатели не видят ивенти, многие мои работодатели не хотят. Я говорю, давайте оце для туристів зробимо, це цікаво. Вони кажуть, нам не вигідно. То есть, какое мое требование вы у себя вот здесь прочитали. Вот, жду ваших звонков, консультации, если не занят, даю бесплатно. Вот, лучше пишите
YouTube или в Instagram в Instagram в личное сообщение, в директ. Вот, в YouTube по приездам постараюсь поотвечать. Что бы вы хотели видеть в этих видео, какие пожелания или все, то, что вам будет интересно, обязательно пишите. Потому что сейчас не сезон, у меня до Нового года осталось 4 тура, я там еще сопровождаю иностранцев. И будет время, буду пилить. Конечно, на написание сценария и на создание подобных видосов уходит масса времени, потому что сейчас банят за все, за музыку, я уже за то, что скажешь, там какой-нибудь эвфемизм, даже не мат, а эвфемизм, и тебе видео могут монетизацию снять. Что от себя еще хотел добавить? По поводу вопросов сказал, по поводу пожеланий сказал, по путешествиям покажу. В турах у меня бывают фуроры, то есть если гид хотя бы 5-звездочный, то назад у меня все радуются, поют, участвуют в конкурсах, откуда Егор взялся, потому что кто изучал мою биографию, я с такого шоу-бизнеса пришел, вы себе не представляете. Ладно. Узнайте про типы характеров, очень интересные дискуссии у меня бывают с медиками. Недавно возил группу психологов в Венгрию, то в результате в конце тура я сам стал как психолог без последних 4 букв. А так, радуйтесь жизни, начинайте прямо сейчас, заходите в интернет, берите, бронируйте, потому что автобусный тур это не то, что ты, алло, захотел поехать, это за 2-3 месяца бронь происходит, потому что за такое время бронируются отели и прочие туристические дела. Куда поехать зимой? Все столицы зимой красивые. Просто те, которые морские, там вам будет прохладненько. Ну а насчет летних туров перед сезоном запилю. Смотрите мое видео про Вену, там приблизительно как я веду экскурсии. Но знайте, я гид сопровождающий, то есть есть экскурсовод лицензионный в каждой стране. Кто это вопротив, напомню. Представьте, что вы киевлянин, и вам экскурсию по Киеву проводит турок. Вот. То есть я вам интересное расскажу, гид еще от себя расскажет самое интересное и самую суть. Некоторые экскурсии проходят на корабликах, некоторые экскурсии проходят на вершинах. Вот на базилике Иштвана была экскурсия, нам показывают и за дом, за каждый там, за рыбацкий бастион, за парламент. Очень-очень интересные экскурсии с вершин, неважно в каком городе. Очень интересные туры с морскими круизами. Ну вот и все. Прощай, Литэкспо. Вон телебашня. Литэкспо, вот там я выступил. И я доволен собой. Сейчас осталось только попасть на транспорт, который едет на Украину. Так, можно сказать, повезло. Все, что хотел, сделал и даже больше. Народ, не бойтесь. Не бойтесь, начинайте путешествовать. И здесь вас ждут великие открытия, потому что тот, который не путешествует, видит много. А тот, кто путешествует, видит еще больше.